Всем доброе утро! Сегодня мы будем подниматься на вулкан Тейде. У нас подъем будет несколько этапов, и сначала на машине мы поднимемся на высоту 2300 метров, это выше, чем наша украинская Гаверла. А следующий этап уже будет гондола, это будет подъемник, если нам позволит это сделать ветер. Тае сок. А мне шампанское и конфетка. Я решила, что я буду купаться сегодня. Тая не хочет, она в аквапарке наплавалась, а я пойду. Из отеля Обама вот здесь вот получается фуникулер поднимает людей с пляжа и спускает. Тая еще больше охрипла после горок, да? Нет. Я уже слышу по голосу. Я слышу. Крабы? Да. В ущельях вот таких вот много. Ветра на Тейде бывают очень сильные и очень часто отменяют этот подъем гондольный наверх. И есть два варианта. Либо вам возвращают деньги, либо вы переносите ваш подъем на следующий день. Я очень хочу верить, что сегодня у нас все пройдет как надо, и мы поднимемся на Тейде без всяких переносов. С собой мы взяли теплые кофты, потому что на вершине может быть около 6 градусов. Как повезет, может быть гораздо теплее, а может быть вообще очень холодно. Поэтому лучше все-таки с собой брать что-то теплое. Ну, в принципе, мы готовы. Юра подъехал, идем к машине. Ну вот и начался наш подъем на Тейде. Поднимаемся по плавному серпантину. Домики постепенно остаются где-то внизу, а мы все выше и выше. Потихоньку начинаем въезжать в лесистую местность. Таю немного укачала, и она задремала. Пусть поспит. По пути мы будем делать небольшие остановки на смотровых площадках. Они здесь в Испании называются мирадоры. Наша первая остановка, и здесь такой просвет. Сейчас немножко пасмурно, но если солнце, с этого места открывается вид на Тейде. Но нам сейчас его не видно, мы увидим уже выше вершину эту. А так город внизу и океан видно из-за тучки. Это только начало, будет холоднее выше. Сейчас здесь где-то градусов 12, наверное. Едем дальше, вошли в туман, и кажется, что солнце решило сегодня не выходить вообще. Погода меняется просто на глазах. Посмотрите, выглянуло солнышко, это замечательно. Природа тоже стала немножко другой, лес поменялся. Мы поднялись выше и выехали уже над облаками. Все эти тучи остались внизу. И у нас сейчас виды такие, как с высоты самолета, из иллюминатора. И мы на солнышке. Погода налаживается. Хотя здесь тоже очень-очень прохладно. Вершину Тейде видно. Были пожары, лес очень горел. И видите, обугленные сосны до сих пор, и очень большая территория погорелого такого, и до сих пор запах ощущается, гарь. А леса остались где-то внизу на серпантинах, а мы выехали на высоту 2000 метров, впереди величественной Тейде. И эти места напоминают какую-то Аризону или Неваду. Какая высота вообще!
просто какие-то невероятные марсианские пейзажи. Высота Тейде 3718 метров, и это третий в мире по величине вулкан, а его высота с дна Атлантического океана 7500 метров, представляете? А еще это самая высшая точка Испании. Кратер вулкана иногда покрывается снегом. И отсюда, с этого места, от шоссе, он соединен канаткой. Канатка начинается с высоты 2356 метров. И за 8 минут вагончик поднимает вас наверх до высоты 3555 метров. В вагончик помещается 45 человек. Обычно на сайте каждый день в 9 утра пишется, открыта канатка или нет. Это зависит от того, будет сильный ветер или нет. Ну да, то есть в 9 утра уже можно знать, подниметесь вы или будете менять свои билеты. Вот, если присмотреться, виден сам подъем, видна канатная дорога. Многие мировые ученые утверждают, что Тейде спит уже долгое время, более 100 лет, но один известный мировой вулканолог так не считает. Он считает, что Тейде не спит, и в ближайшие 20 лет всех нас ждет новое извержение, что в принципе под землей вулкан уже к этому готов. И более 600 мелких землетрясений было в этом году подземных, которые никто не ощущал, но за ними наблюдали ученые. И он говорит, этот вулканолог, вспомню его фамилию, вот здесь вот вам напишу, почитайте тоже, погуглите. Этот человек уверен, что извержение обязательно случится, и что это неизбежно, и что последние вот такие множественные подземные толчки как раз были в районе 100 лет назад, в 1909 году, перед самым извержением вулкана Тейде. Возраст вулкана около 4 миллионов лет. Первый Тейде был гораздо выше современного, примерно в 1,5 раза. Тейде в переводе с языка аборигенов Гуанчи означало «ад». Тейде – самый посещаемый национальный парк Испании. Если вдруг Тейде начнет извергаться, то сюда наоборот съедутся очень много туристов, чтобы это все увидеть. И возможно только немного местных уедут на паромах на соседние острова. Но вообще, если он все-таки начнет извергаться, то тут поднимется сильный дым и, возможно, закроют некоторые аэропорты, потому что невозможно будет летать в таком дыму. Я думаю, что пепла всегда много при извержении вулканов, и, естественно, самолеты летать не будут, аэропорты Канарских островов будут закрыты абсолютно все. Тейде. Сели в машину, и пришла сотрудница парка национального и забрала у Таи все камни. Говорит, нельзя с собой ничего брать. Мы вообще этого не знали. И даже пакетик мой из-под косметики не вернула. Капец, ребенок расстроился. Проедем еще немного дальше. Все это место называется пальцы Тейде. Как будто ладонь, да, такая рука из земли выросла. Мы решили подняться немножко выше по этим ступеням. Поднимаемся наверх. Здесь везде таблички: за эту цепь не заходить, и очень много охраны. Отсюда открывается шикарный вид на вулкан.
На парковке очень много машин, и припарковаться здесь достаточно сложно. Туристы со всего мира понаехали, и сегодня очень удачная погодка. Еще из-за этого такие толпы. Это единственный высокогорный самый отель в этой местности. А сейчас я покажу, как эти сложные фотки делались. Вот здесь верхняя станция. Точнее, это нижняя станция канатки. Да, это нижняя. И вот здесь наверх идет подъем. Вон вагончик шпилит вниз. А вот спускается этот вагончик на 45 человек. Представляете? Есть вот такой ресторанчик и сувенирный магазин. Здесь в магазине всякие такие вулканические штучки продаются. Мы зашли в сувенирный магазинчик, и Тая выбрала себе вот такой вот магнитик. Я выбрала себе вот такие вот камешки, хотя очень странно, что отсюда нельзя забирать камни, а продаются они вот. Поэтому и продаются, да? А тот камень нужно было спрятать от злой тети. И взяли пообедать орешки. Перекусить. Беременным и у кого есть сердечные какие-то проблемы, подниматься на вулкан нельзя. Народ в очереди утепляется. Только Таечка у нас вот так. Вот все в нормальных трекинговых кроссах. И я в том числе. Тая. Отъезжает первый вагончик. Это не наш. Наш будет следующий по времени. Мы начали подъем. Вон там где-то Юрина машина. Где-то там он ее оставил. В вашем билете указано время подъема вашего. Приходить за 10 минут заранее нужно. Мы уже почти на вершине. Такой маленький лайфхак. Лучше вот сюда садиться, с этой стороны, возле стекла, возле окна, которое вниз смотрит. Тогда очень красивые виды. Потому что там вы просто в гору ползете, и ничего не видно. Мы вышли из гондолы, посмотрите на эту очередь, на вот эту. Это все обратно. Люди хотят спуститься. Здесь дальше идут тропы, и до вершины остается, до самого кратера буквально 200 с чем-то метров. Но туда просто так попасть нельзя. На самую вершину к кратеру можно попасть только со специальным разрешением от властей и с проводником. Делается оно заранее, чуть ли не за 3 месяца. И я не вижу смысла, потому что виды, в принципе, на окрестности вы увидите точно такие же. Кстати, когда нет облаков, в абсолютно ясную погоду с этой вершины видны все Канарские острова. Я вам хочу показать. Люди вон сумасшедшие, видите? По кромке вулкана к кратеру поднимаются. Это с проводником, скорее всего. Ветра на Тейде. Камни очень легкие на самом деле. Вообще. Вот уже меня раздели. Отдала Тае, чтобы она не заболела. А мы идем дальше. Недаром сердечникам нельзя сюда подниматься. И людям с плохим здоровьем. Хотя у Таи ничего такого нет, но вот ей стало нехорошо. И у нее кружится голова. Ветер утих, и на солнце стало хорошо. Совсем не холодно. Но чувствуется, знаете, что здесь кислорода не хватает на такой высоте.
Ветерок вперемешку с таким вот легким звуком вулканических камней. Слышите? Я решила пройти еще немножко, Тае нехорошо. Все как всегда у нас, она осталась на камнях сидеть. Не хватает ей кислорода. Плюс у нее проблема, что она пьет мало жидкости. Из-за этого, естественно, на такой высоте начала болеть голова. Я уже ей кофту свою отдала, воду отдала, все отдала. Но она дальше не пойдет. А я пройдусь. Ух! Здесь есть такие участки, знаете, безветренные полностью. И вот солнце светит, и абсолютно не холодно. Этих 6 градусов на вершине просто не ощущается. Здесь идет вот такой мостик. И этот мостик куда-то ведет. Расщелина. Надо аккуратно, камни очень легкие. И бывает так становишься, знаете, на какой-то, и он раз и вниз проваливается. Вот сейчас холодно очень, но я всегда настраиваюсь, что я сюда не болеть прилетела, правильно? И поэтому, несмотря на то, что я в тонкой кофточке, я болеть не собираюсь, и я не заболею. Завтра проверим это. Завтра у нас день будет весь в Пуэрто-де-ла-Крус. Красивые бассейны Мартианес у нас в планах. И купание в них с огромными волнами Атлантического океана. И я не заболею. Там какой-то дымок идет из самого кратера, видите? Место просто нереальное. Мы здесь пробыли ровно час и будем уже потихоньку спускаться, замерзли. Мы спускаемся вниз. Очень часто закрывают эти гондолы, закрывают подъемник из-за ветров. Поэтому я надеюсь, что вам повезет, когда вы будете подниматься так же, как и нам. Погода будет хорошая, и вы обязательно побываете на вершине Тейды. А здесь можно увидеть, как извергается вулкан. Сначала идет такой дымок. А потом вулкан начинает извергаться. Сегодня такой дымок мы уже видели. Мы спускаемся вниз. Природа очень красивая в этих местах. Мое мнение, если вы не были на Тейде, вы не были на Тенерифе. И еще такой совет. Прилетели на остров, не затягивайте с подъемом на вулкан, а запланируйте его на первые дни, чтобы у вас остался запас дней, и если вдруг из-за ветров билеты придется переносить. Вот мы уже опять въезжаем в туман, в такое же. Помните, мы поднимались тоже через него. Юра нас высадил на набережной в Пуэрто-де-ла-Крус. Идем поужинаем где-то. Огромные волны, Атлантический океан, серферы. Сейчас я вам их покажу. Мне на них даже страшно просто вот смотреть. Every time I compare myself, my head is low. The others are better than me. I can only try to find the best version of myself. I can only try to find the best
version of myself. Not showing signs that you are hot AF, dreaming of forbidden red wine, good sex. I'm honest. Oh, oh. Этот город мы вам покажем очень подробно в следующем видео. А сейчас мы идем кушать, потому что мы уже очень голодные. Out with you. Thank you so much. My song Out with you for my CD. Здесь, на набережной, вот в этом месте, женщины, я думаю, что из Марокко, скорее всего, плетут вот такие африканские косички. После вулкана мы стаей зашли на набережную, на нашу уже, в Пуэрто-де-ла-Крузе. Будем ужинать. Сели внутри, потому что на улице очень ветрено. Нашли вот такой вот красивый, уютный ресторанчик. Надеюсь, что здесь будет так же вкусно, как и красиво внутри. И я сегодня хочу попробовать что-то чисто канарское, такое национальное. Я буду кушать вот такую рыбку горячую и местную тенерифскую картошечку. Тая заказала свою любимую пасту с морепродуктами, а картошка вот эта канарская, обязательно ее попробуйте. Она с такими соусами вкусными подается. И вот наш счет за ужин.